Дорогие друзья, вас приветствует канал «Домашняя кухня». Привет, друзья! Сегодня с вами готовим еще одно блюдо постного стола. Это винегрет. Винегрет можно приготовить с добавлением квашеной капусты, как у меня сегодня представлено, либо с добавлением соленых огурцов. Некоторые добавляют и то, и другое. У нас же сегодня с вами квашеная капуста. Что еще нам понадобится? 3 отварных свеклы. У меня тут 5 отварных картофелин. 3 отварные моркови. 1 луковица. Соль, перец по вкусу. И еще нам надо будет добавить в винегрет растительное масло без запаха. Все овощи я отварила в мундире. Почистила их, а теперь приступим к их нарезке кубиком. Сейчас я покажу на примере свеклы, как я это делаю. Нарежем ее примерно по полсантиметра шириной такими кругляшками. Если кто-то любит покрупнее, можете покрупнее резать. Я люблю помельче. И теперь на брусочки нарезаем. Поворачиваем и опять уже на квадратики, на кубики вернее. Вот такая у меня нарезка. Итак, все овощи. Друзья, ну вот я все нарезала. Теперь необходимо посолить винегрет. Учитывая то, что капуста у нас квашеная, то есть в ней соль есть, пока я добавлю в салат где-то 2/3 чайной ложки соли. Вот так. Посолим. Поперчим по вкусу. И добавим растительное масло. Так, по всей поверхности, примерно на глаз. Винегрет я накрошила вот в такую объемную большую миску, чтобы удобно было размешивать. И теперь размешаем винегрет. Красота, все краски природы. Если кто-то любит добавлять зеленый горошек консервированный, можете добавить. Но я горошек люблю почему-то только в оливье. Вот такие красивые краски в салате у нас получились. Очень красивый винегрет, прям нарядный. А теперь надо попробовать. Попробуем на соль, на вкус. Друзья, винегрет получился очень вкусный. Тут достаточно и соли, и перца. Если кто-то любит послаще, можно чайную ложку сахара добавить, но мне, на мой вкус, мне достаточно всего. Винегрет я буду есть с рыбой. Сейчас я это все выложу на тарелочку и вам покажу. Вот такое, друзья, блюдо у меня получилось. Винегрет стал гарниром к жареному минтаю. Винегрет у нас витаминный салат. Тут все самое вкусное, самое полезное.
Готовьте с удовольствием, радуйте своих родных и близких. До новых встреч, пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал, за лайки и отзывы. Готовьте с удовольствием. Всем здоровья и процветания!